Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре линкор 7-го уровня Японии Нагата. Выход новых линкоров Японии оживил интерес к основной ветке. И кто не успел получить новую 8-ку Юмихари, будет выкачивать ее через Нагата. Цифры статистики говорят о том, что среди всех веточных линкоров 7-го уровня по проценту побед, количеству потопленных кораблей, среднему урону и опыту за бой Нагата явный аутсайдер. Что с Нагата не так, нам предстоит понять, изучив его характеристики. Обозначим сильные и слабые стороны линкора и, конечно, рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. Линкор имеет лидерское количество очков боеспособности на уровне 65 тысяч и среднюю противоторпедную защиту всего 25%. Бронирование не самое лучшее. Толщина бронепояса каземата достигает 305 мм и дополнительно усилена бортовой обшивкой 26 мм. А цитадель имеет бронированные скосы и не сильно торчит из воды. Но в носовой и кормовой части нет бронепояса, лишь обшивка с толщиной 26 мм, как и в верхней центральной части. Бронирование палубы в носовой и центральной части 26 мм, а в кормовой 26 и небольшая область усиленного бронирования 70 мм. И, конечно, надстройки с толщиной всего 16 мм. Белым уроном в борт Нагата выхватывает знатно, даже от крейсеров. А в нос от линкоров тоже периодически будет прилетать. Урон от торпед и пожары также с легкостью отъедают очки боеспособности. Маскировку не получится назвать сильной стороной Нагата. Прокачав перки капитану, получим всего 14,9 км заметность кораблей и 9,6 самолетов, что хуже средней для класса на уровне. Линкор имеет среднюю скорость хода 25 узлов, радиус циркуляции 770 метров и хорошее время перекладки рулей 13,7 секунды, что в целом обеспечит неплохую динамику Нагата. Перейдем к орудиям. Линкор имеет всего 8 орудий в 4 башнях с приличным калибром 410 мм и лучшей дальностью 20,5 км, а углы стрельбы вполне неплохие. Фугасы и бронебойные имеют неплохую скорость 805 и 806 метров в секунду, что не потребует брать большое упреждение и упростит ведение огня. Орудия обладают линкоровской точностью и средней скоростью перезарядки 29 секунд, а башни не самые быстрые, и мы обязательно улучшим их перками капитана. В распоряжении орудий злые фугасы с уроном 6500 единиц и бронебойные с несколько заниженным уроном 12600, что дает средний вес залпа и ДПМ на фугасах и ниже среднего на бронебойных. Бронебойные снаряды уверенно расправляются с бортоходами, но по крейсерам иногда проходят сквозняки. А против ромбующих линкоров и эсминцев есть фугасы с не лучшим пробитием 68 мм и шансом пожара всего 30%. Противоминный калибр линкора имеет 18 орудий калибра 140 мм с бронепробитием 23 мм, а дальность ПМК с модулем на точность всего 5,9 км, в силу чего работу ПМК мы увидим нечасто. Торпед у линкора нет. Авиаудар с дальностью сброса 8 км и стандартным потенциалом урона. Максимальный урон бомб 3400 единиц. И к сбросу готово 2 звена с одним самолетом, а количество бомб на самолете 1.
и таким авиаударом мы как-то будем топить подводные лодки. ПВО представлено всего 2 аурами и откровенно слабое. Ближняя аура с радиусом действия 2,5 км и уроном 287 единиц. И дальняя аура с уроном всего 56 единиц и радиусом действия 5,8 км. Суммарный урон в аурах небольшой, и основная его часть в ближней ауре, что позволит авикам проводить результативные атаки. Перки командира направлены на усиление огневой мощи и живучести линкора и будут актуальны и на топах ветки. Первый перк – специалист противоаварийных и ремонтных работ. Ускорит перезарядку аварийной и ремонтной команды, что важно при игре на линкорах. Второй перк – наводчик. Увеличит скорость вращения не самых быстрых башен. Третий перк – отчаянный. Линкор активно теряет очки боеспособности и разгоняет потенциал вооружения. Четвертый перк – мастер противоаварийных и ремонтных работ. Увеличит количество жизненно важных снаряжений аварийная и ремонтная команда. Пятый перк – мастер маскировки. Позволит линкору не светиться дальше всех и чаще избегать фокуса противника. Шестой перк – мастер противопожарной подготовки. Перк полезен для любого линкора. Седьмой перк – основы борьбы за живучесть. Ускорит восстановление модулей, тушение пожаров и устранение затоплений. На линкор я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усилит живучесть орудий главного калибра. Второй слот – система борьбы за живучесть. Снизит вероятность возникновения пожара на 5%. Третий слот – система наведения. Повысит точность орудий, что будет полезно, так как часть боя линкор ведет на запредельных дистанциях. Четвертый слот – система борьбы за живучесть. Ускорит тушение пожаров и устранение затоплений. Доступное снаряжение линкора. Стандартная аварийная команда работает 10 секунд, а перезаряжается 80. Ремонтная команда, которых в базе 4 штуки, восстановит 325 очков боеспособности в секунду, работает 28 секунд и перезаряжается 80. И на выбор корректировщик или истребитель. Дальности стрельбы хватает, а ПВО – это слабое место линкора, в силу чего выбор в пользу истребителя очевиден. Истребитель на 60 секунд сделает линкор чуть более защищенным от авианалетов, хотя проблему все же не решает. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Итого, что на выходе. Нагата имеет лидерское на уровне количество очков боеспособности, хорошую динамику и маневренность, что положительно сказывается на выживаемости в бою. Орудия главного калибра обладают хорошей дальностью, которая часто позволит наносить урон безнаказанно на начальном этапе. Но небольшое количество орудий и не самое лучшее бронирование не позволит доминировать в перестрелках на средних и ближних дистанциях. Самый крупный калибр с легкостью наносит урон, но по крейсерам иногда проходят сквозняки. А не лучшая маскировка существенно сократит тактический арсенал линкора. Слабое ПВО и большие габариты делают линкор легкой целью для авианосца. В итоге, в современных реалиях Нагата – это малоинтересный и неэффективный линкор. Всем мира и добра, и до новых встреч на нашем канале.